Скорпионы, привет! Сделаю для вас ежедневный расклад-прогноз. С 21 до 31 июля мы посмотрим, что принесет каждый день в вашу жизнь в течение третьей декады июля. Смотреть будем двумя колодами одновременно. Все 11 дней для вас я выложу. Увидите общую картину третьей декады. Обязательно посмотрите прогнозы на свой знак асцендента, знак вашего первого дома гороскопа. И еще рекомендую посмотреть прогноз на знак, в котором у вас находится Луна, то есть знак по Луне. 3 прогноза, это будет полная максимальная картина для вас на эти 11 дней в данном случае. Начинаем. Итак, сейчас мы смотрим на знак Скорпион. Начинаем смотреть 21 июля. 22. Если что-то срезонирует, всегда, конечно, хочется поподробнее узнать, да, раскрыть вопрос, получить полный ответ, конечно, для себя. Тогда вы можете лично мне написать, я всегда на связи с вами. Пишите в Телеграм, я отвечу очень быстро. Что бывает, что общий расклад дает вам первоначальный ответ, резонацию, да, такую, но полностью, чтобы раскрыть картину, это нужно смотреть личную вашу ситуацию. Так, 21 до 25 здесь у нас лежит, и еще 6 дней нас интересует 26. Мы смотрим в этом раскладе еще и воздействие, да, не забывайте, энергетические воздействия. Всегда диагностика во время этого расклада у нас выходит, что очень важно, помимо бытовых вопросов, что на нас влияет. Нам тоже нужно знать обязательно, потому что есть влияние со стороны, которое нас провоцирует на реакцию. И вот в зависимости, правильно мы среагируем или нет, правильно это значит без энергопотерь, зависит наша судьба. Итак, 21 июля, медведь, за вашими плечами сила стоит, или вы являетесь очень сильным человеком. Это может быть одновременно, да, когда у вас по роду идет, или вы достаточно такой прокачанный, скажем так, энергетический и физический человек. Это означает, что и сила за вами какие-то родовые находятся. И в том и в другом случае вы сильный человек. Надежная защита на вас может стоять, да, если вот вы обращались за подобными работами. В любом случае вы сильный. Вы начальником можете быть. Вы можете обеспечивать кого-то безопасностью, но еще и поаккуратнее в этот день с слежкой и с контролем, да, потому что давить контролем не нужно. Но смотри, да, почему я об этом заговорила? Потому что именно ваш какой-то контроль, ваша сила где-то вас блокирует, не дает вам пройти куда-то из-за того, что, может быть, вы слишком сильно держите ситуацию. Это гиперконтроль иногда идет по медведю. Да, это хорошее качество, это сила и ваша личная защита, но иногда нужно дать послабление, иногда нужно отпустить для того, чтобы дальше поехать, да, по жизни. Поэтому здесь так застряли именно из-за того, что немного передавили своей силой, возможно. Вы, а не кто другой, да, здесь на первом месте ваша сила стоит. 22 июля. Клевер — это удача, клевер — это кармическая награда, клевер — это когда в вашу жизнь приходит вот вам повезло, да, повезло по заслугам. И посмотрите, но коса говорит о резкой перемене курса. Вы двигались в каком-то направлении, сейчас вам необходимо задуматься о том, может быть, какие-то запасные варианты рассмотреть, потому что ваша удача способствовал некий привычный путь. Коса говорит о том, что резко перемена может быть, это не чье-то влияние, да, просто сейчас пора обратить внимание, это острое что-то, коса — это что-то острое, да, острое, обратить свое внимание, свой острый разум на какие-то варианты действия, которые принесут вам удачу и успех.
на самом деле, может быть, немного что-то поменять в стратегии. Как я сказала, видите, вас тормозит ваша сила. Вы ее наработали, вы заслужили какой-то порядок в своей жизни, вы устроились как-то в своей жизни, да, но сейчас настало время каких-то перемен. Еще что это может означать? На вашу удачу могут повлиять факторы, не зависящие вроде бы от вас, но на которые вам необходимо ответить очень жестко и резко. Просто отрубить то, что вас не касается, то, что не приносит вам успеха. Вы это исключаете из своей жизни. Сейчас время контроля. Контроля того, что вам может вредить, то, что может заставлять вас тратить энергию, или наоборот, проконтролировать, что вас заряжает, что вас наполняет. 23 июля. Луна. Луна — это состояние такого замешательства, потери немного четкости мысли, это оморочки, это когда мы запутались, когда мы не знаем, куда смотреть. Луна — это еще и влияние, конечно же, магического характера, и облака сюда же, да, оморочки какие-то в голове, как будто бы путаница мыслей, не знаете, как правильно мыслить, какой сделать выбор, запутались. Иллюзия, когда вы смотрите в отражение и думаете, что это правда. Это может быть негативное влияние со стороны. Вот лиса дальше идет. Видите, как вред наносит кто-то. Да, лиса — это такое. Это не обязательно именно магия и воздействие. Лиса может быть человек-провокатор, который вкидывает, вот, чтобы вы запутались, да. Потому что вот не знаете, какое решение принять, не знаете, как выйти, может быть, из какой-то ситуации, не знаете, что ваше, а что не ваше в данной ситуации, не знаете, какой путь выбрать, какой правильный, что вам поможет, а что вас еще больше запутает. Видите, лиса провокатор, да, но знаете, вы тоже непростой человек, умный и умеющий хорошо анализировать. Анализируйте ситуацию. 24 июля на месте, где вы находитесь, вы хорошо анализируете потоки энергии, информации, потоки финансовые, потоки коммуникации с людьми. Вот это все вы хорошо анализируете, что приносит вам пользу, кто вам поможет. Да? Возможно, обращайтесь к человеку, который, возможно, может быть вашим спонсором. И простраивайте, знаете, такую стратегию общения с этими спонсорами. То есть здесь действительно есть человек, который может вам помочь. Нужно просто с медведя переключиться на лису, да, с давления какого-то контроля и попытки манипулирования идут по лисе. Переключиться на более такое, знаете, подстраиваться и брать свое. Ну, видите, вы умный человек, и вы можете психологически так вот, знаете, где-то, скажем так, подъехать. Вот, это вам советуется, потому что есть человек как источник для вас, благодаря которому вы можете что-то получить и как-то использовать что-то, да, в своей жизни. Видите, следующая карта — деньги у нас. Рыбки золотые — это деньги, это общение, коммуникация, это клиенты, которые приходят в вашу жизнь. Видите, прочный союз с кем-то, прочный союз, заключенный с поступлением клиентов в вашу жизнь. Денежки притекают вместе с людьми. И это благодаря, видите, вложениям каким-то. То есть вы подстелили соломку, вы вложились, и сейчас вы пожинаете результат. Он не заставляет себя ждать. Это постоянный приток, да, может быть, контракт какой-то, договор заключен, реклама, например, какая-то, как такой контракт, и вы постоянно знакомитесь, двигаетесь дальше, у вас расширяется аудитория влияния. Вот. И вы хорошо оказываете, если вы занимаетесь в сфере услуг или предоставления для людей каких-то товаров, может быть, вы хорошо занимаетесь этим. 26 июля. Луна снова у нас, да, в голове, мысли. Посмотрите, разные люди говорят: не слушайте. Птица — это пощебетать и разлететься. Птица — это очень легкие разговоры, такие поверхностные, чтобы отдохнуть.
но вас они как бы заморачивают еще больше. Вы как будто бы серьезно относитесь к несерьезным разговорам. Не нужно брать их всерьез. Луна — это страхи, да, подпитывание ваших страхов — это даже не сплетни. Это просто люди могут рассказывать про свои бытовые вещи, а вы почему-то переключаете на себя. Почему? Потому что Луна. Луна говорит о такой уязвимости эмоциональной, психологической. Будьте аккуратны, пожалуйста. Не слушайте легкие разговоры, не слушайте, когда вас точно, именно вас не касается, значит, вас не касается. Не нужно на себя перетягивать это ничего. 27. Медведь. Снова вы медведем выходите, снова гора. Вы видите, что происходит? Опять начинаете давить. Но, знаете, вас, наверное, это держит в состоянии безопасности, да, то есть вам кажется, что вот это вот контроль держит вас в безопасности, но на самом деле этот контроль обеспечивает вам не безопасность и силу, он вас останавливает. Гора говорит о препятствиях на вашем пути из-за того, что где-то передавливаете, где-то слишком берете, держите очень крепко в своих руках. Не нужно этого делать, отпускайте. Некоторые процессы требуют, видите, дальше у вас опять лиса идет. То есть некоторые процессы требуют от вас все-таки такого более аналитичного взгляда, больше, да, такого, быть лисой, а не медведем, быть более коммуникабельным, подстраиваемым человеком с хорошо работающей интуицией, анализом, действуем по ситуации, да, подстраиваемся под ситуацию. А медведь, он такой, он взял, он сел и прет, и вас это останавливает, вот это вот то, что вы напролом можете что-то пытаться добиться, вас это очень сильно тормозит. Я не первый раз вижу такое, это действительно очень такой тормозящий процесс, когда мы в чем-то уперто и не хотим быть более гибким. Будьте, пожалуйста, аккуратны, да, это ваша сила, но видите, это и ваш тормозной механизм по жизни. 28 июля. Посмотрите, используйте свои таланты, вы очень богатый душевно, духовно человек. Это и красота, может быть внешне уход за красотой, да, какие-то процедуры, может быть комплекс даже процедур для себя вы выбрали по уходу за красотой. Вообще поменять что-то, может быть, во внешности будет у вас в этот день. Далее это таланты. Вы талантливый человек, талантливый в коммуникациях, талантливый в такое вот, знаете, предсказывание, немного шахматист, когда мы на несколько шагов можем быть впереди. Видите, у вас как кидает то луна, то лиса, то такие оморочки, то запутанность, то снова на острие атаки вы с трезвым разумом решаете какие-то вещи. Но это ваш дар. Вот анализ, высокий ум, высокий интеллект и вот это анализ, это когда мы состыковываем факты, получаем результат, получаем решение. Вот это ваш дар внутренний. У вас это внутри заложено, вы можете быстро принимать решения. И главное действовать. То есть, видите, сидите, выжидаете, а потом раз и действуете. И в целом мне нравится эта тенденция у вас. 29 июля. Якорь говорит о каких-то традициях и привязанностях в вашей жизни, привязки, да, к кому-то. Метла говорит о ссоры могут быть, смотрите, с людьми, к которым вы привязаны, не высказывание недовольства в вашу сторону, или вы высказываетесь, или взаимно. Ссоры, да, следим, вот метла, не допускайте, пожалуйста, эмоций, не выплескивайте эмоции на близких людей, они не виноваты. У вас созависимость может быть, когда вы чувствуете друг друга, да, есть чем вы недовольны. Можно поправлять, можно объяснять, мне вот это не нравится, вот это не нравится, и вот это. А вот это замечательно, давай будем это развивать. То есть нужно спокойно решать, разбор полетов спокойный. Но это мой совет, метла как с плетью здесь она, да. Как показывает практика, все-таки такой очень эмоциональный всплеск может быть в этот день, и все на основе того, к чему вы привыкли. Проанализируйте, пожалуйста, может быть, есть какие-то привязанности и привычки, вот вы к чему-то привыкли, а оно вам мешает, и вот это вот метла — это чистка еще, да, то есть, может быть, вы подсознательно хотите избавиться, хотите от каких-то вот привязанностей, которые вас блокируют и останавливают, вы избавиться, поэтому вы устраиваете вот такие вот подсознательно, выходите на или ссоры, да, это вычищение того, от чего вы зависите, а значит, вами это руководит.
30 июля, змея. Смотрите, двойная карта тут, потому что это вы можете быть такой вот мудрой женщина, да. Змея у нас мудрая, опытная, наделенная энергетической властью, то есть здесь магия может быть. Почему двойная? Потому что второй картой здесь выходит, что на вас эта змея лежит. Что, ну, здесь вот не влияние, да, а может быть очень рядом с вами находится такая женщина, и вот она влияет психологически, она вами манипулирует. То есть здесь и тот, и другой вариант надо рассматривать. Смотрите, и это кто-то, это может быть женщина из семьи. Я всегда говорю про змей, это матери, часто такие властные, сильные матери. По роду, да, у вас идет. Также это тещи, свекрови тоже, потому что это вот мудрая, сильная женщина в семье, она еще чем-то может управлять, руководить, как-то влиять на семейные процессы, на родовые процессы. Как таковой магии здесь нет. Дерево, защита и медведь вот 2 раза вышел, вы довольно защищенный энергетический человек. Но психологическое влияние никто не исключает. Тем более 2 раза вышла Луна, да, мы уже видим, то есть здесь есть все-таки психологическое или подавление, или манипуляция, запутывают вас. 31 июля, сад и собака. Сад — это общественные мероприятия, это какие-то праздники, выставки, посещение общественных мест или общение на каких-то форумах, чатах в электронном виде, да, в мессенджерах, в интернете. Вы с кем-то коммуницируете. Друзья, да, видите, в этот день. Друзья, вы обмениваетесь опытом, вы вместе растете. Друзья вот в этом сообществе каких-то людей могут вам подсказать, как вам действовать. Собака — это такой вот проводник, она показывает верный путь, она выслеживает и показывает верный путь. Кто-то вам может сказать на основе опыта своего, как вам действовать, как вам быть. Новые знакомства могут быть, да, и знакомства положительные, хорошие знакомства идут по собаке. Посещайте общественные места в этот день, общайтесь с людьми, вам это даст очень много пользы и подсказок. Вот такой потрясающий расклад вышел на 3-ю декаду, и я вас благодарю. Как обычно, мы будем дальше с вами смотреть уже август. Август будет у нас тоже прогнозы, я решила в августе сделать для вас подекадно, 3 декады будет, и также каждую неделю мы тоже будем смотреть ежедневно. Будет такой еще больший объем для вас информации по прогнозам. Присоединяйтесь к каналу, не забывайте ставить лайки, комментируйте, как у вас проживаются дни, да? Не забывайте, что в Telegram у меня есть, я вам всегда отвечу, я всегда на связи с вами. Пишите, если у вас есть вопросы или вы хотите разбор своей астрологической карты получить, все для вас сделаю. Благодарю вас еще раз от всего сердца. Пока-пока. Увидимся.